Друзья, приветствую вас на канале Русторис. Меня зовут Андрей, и мы продолжаем изучать русский язык по коротким рассказам. Всемирная организация здравоохранения признала ожирение новой неинфекционной эпидемией 21 века. По ее оценкам, более миллиарда человек на планете имеют избыточный вес. Сегодня я прочитаю вам рассказ от лица человека, который справился с этой проблемой. Как у него получилось? Давайте разбираться. Итак, поехали. Как я похудел на 20 килограмм за 3 месяца. В подростковом возрасте мой вес часто менялся. Оно и очевидно, организм растет. Когда я уезжал в детский лагерь или активно занимался спортом, я сбрасывал вес. Но с другой стороны, я достаточно часто болел. Во время болезни у меня выработалась особая привычка. Я поедал сладости и непрерывно смотрел мультфильмы, сериалы или играл в компьютерные игры. Мне это так сильно нравилось, что на подсознательном уровне я стал чаще искать возможность заболеть, чтобы получить все эти блага. Конечно, ни к чему хорошему такая привычка не привела. Заниматься спортом долгое время у меня не получалось. В итоге у меня есть скромные навыки в разных спортивных дисциплинах, но результатов нет ни в одной. Жили мы совсем не богато. Я не помню, чтобы мне рассказывали о том, как важно кушать овощи и питаться разнообразно. Возможно, я это пропускал мимо ушей, а возможно, не было никаких оснований доверять тому, что зелень может быть чем-то полезна. Мне кажется, я воспринимал это как чей-то слух, который передают по сарафанному радио из семьи в семью. Потому что в реальной жизни я мог почувствовать только голод от отсутствия жирной и вкусной пищи, но никак не радость от поедания сельдерея и брокколи. Питался я чаще всего большим количеством макарон со сливочным маслом, сосисками, пельменями и другими полуфабрикатами. Также я никогда не упускал возможности выпросить у мамы купить мне пирожок. Такой образ жизни я вел до глубокого юношества. Потом я встретил девушку, мы начали жить вместе. Она работала в ресторане, и мне часто доставалась очень вкусная еда из ресторана. Много вкусной еды. Потом мы приобрели машину, и в моей жизни стало куда меньше активности. Я все сильнее и сильнее заплывал жиром. Мой личный рекорд 118 килограмм. Но мне казалось, что я выгляжу как богатырь. И поэтому вес меня сильно не напрягал. Сейчас мне уже 28,
Я пишу этот текст в новом, приятном для себя теле. Мой рост 183 сантиметра. Мне всегда было интересно увидеть себя с кубиками пресса на животе, с красивой широкой спиной и выразительными грудными мышцами. Еще со старшей школы я интересовался вопросом набора мышечной массы и похудения. Но куча стереотипов и издевательских диет, а также изнурительные тренировки помогали мало. В таком режиме долго не продержаться, поэтому результата не было. В Ютубе я перескакивал с блогера на блогера, и каждый утверждал, что только его авторский метод способен помочь. Я уже был готов сдаться, но случайно на телефоне товарища я увидел себя со стороны в обтягивающей ветровке. Мне стало отвратительно, и на следующий день я принялся худеть серьезно. Я принялся считать потребляемые калории и начал ходить до метро пешком. Я стал по-новому оценивать расстояние. Не в метрах, а в минутах. 2-3 километра для меня больше не дистанция. И я точно знаю, за какое время я их преодолею. Я купил себе трековый велосипед для города и летом передвигался только на нем. Раз в пару недель устраивал себе день гастрономических удовольствий и кушал много калорийной еды, жирной и условно вредной. Мне понадобились кухонные весы и приложение на телефоне по подсчету калорий. Их великое множество. Можно выбрать любое, какое нравится больше. Я ел много овощей и маленькую необходимую порцию диетического мяса или рыбы. Основная задача была уложиться в ту цифру, опытным путем полученную, при которой я сбрасываю вес. Очень важно не забывать про белок и давать мышцам стимул для роста, чтобы терять жир, а не мышцы. Нужно быть активным в течение дня и по возможности тренироваться. Такой процесс называется рекомпозиция тела. Я совсем не заметил, как через 3 месяца стал достаточно стройным. Это заметили даже вредные и токсичные люди из моего окружения. А весы показывали, что я потерял 20 килограммов. И вот однажды мой вес встал на той самой психологической отметке, которую я так сильно и старательно хотел преодолеть. 80 килограммов. Самое интересное, что когда ты начинаешь следить за питанием, это уменьшает расходы на питание. Особенно, если покупаешь сезонные овощи. Поэтому могу сказать, что я не то чтобы потратил деньги, а я очень много сэкономил. Я пользовался только велосипедом и метрополитеном, так как город большой. Но чаще всего я катался на велосипеде.
Если честно, тяжело поддерживать низкий уровень жира мне было только зимой. Но когда световой день увеличивался, настроение поднимается и возвращается мотивация двигаться. Друзья, вот такая поучительная история. Буду рад, если вы напишите в комментариях, согласны ли вы с выводами нашего сегодняшнего героя. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!